Друзья, привет! Добро пожаловать всем, кто тут впервые, и с возвращением, если ты тут не первый раз. На всякий случай напомню, меня зовут Жека, а это канал The Happiness Project. Канал, который помогает становиться счастливее с помощью саморазвития. Наконец-то пришло время обсудить очень интересную тему, которая относится к четвертому компоненту счастья, это мозг и образ мышления. Первая тема, которую мы сегодня обсудим, как и зачем узнать свой тип личности. Во второй теме поговорим, какие типы личности существуют. И в третьей части видео мы поговорим о совместимости разных типов личности. Наш характер, мотивация и поведение зависит от того, к какому типу личности мы относимся. И сегодня ты сможешь узнать свои особенности, а также понять, как улучшать отношения с окружающими. В качестве благодарности лайки и подписка принимаются, а также пишите в комментариях, к какому типу вы относитесь. Ну что, если все готовы, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Мне кажется, что каждый человек должен знать свой тип личности, потому что осознание своего характера принесет тебе очень много преимуществ. Во-первых, ты поймешь свои шаблоны поведения и узнаешь, почему ты думаешь так, как ты думаешь. Очень часто мы получаем одни и те же результаты именно потому, что мы все время думаем одинаково. Но если изменить свое мышление, то можно изменить и свои результаты. Также после осознания своего характера ты сможешь узнать свои достоинства, а также зоны для роста и развития. Кроме того, осознание типов личности в отношениях сможет их значительно укрепить, так как вы поймете различия и сможете быстрее находить общий язык. Осознание отличий в людях – это один из самых важных этапов саморазвития, потому что если вы поймете, что не все люди думают так, как вы думаете, то можно значительно улучшить отношения с окружающими. Так как же определить свой тип личности? Все очень просто. Для этого нужно нажать ссылку в описании под этим видео, пройти 12-минутный тест, где в конце теста ты получишь результаты. После прохождения теста я очень рекомендую прочитать о своей личности. Также можешь отправить этот тест своему партнеру, другу или подруге для того, чтобы определить уровень совместимости, который мы будем обсуждать в третьей части видео. В основу этого теста входит методология Майерс-Бриггс, которая основана на типологии Карла Юнга, созданная еще в далеком 1940 году. Но результаты до сих пор помогают людям для самопознания, а также используются большим количеством психологов и коучей. А в некоторых организациях этот тест используют как основу для принятия новых сотрудников на работу. Для того, чтобы определить, что тип личности нового сотрудника соответствует данной позиции. В любом случае, этот тест для тебя будет очень полезен для самосознания, развития и улучшения отношений с окружающими. Вообще всего существует 16 типов личности, и каждый человек имеет только один доминирующий, который в частности случаев выходит на первый план. Эти 16 типов делятся на 4 категории в зависимости от их самых сильных качеств. Это аналитики, дипломаты, хранители и искатели. Давайте рассмотрим каждую букву, из которой состоит наш тип личности. Первая категория нашего характера – это куда мы предпочитаем направить свой фокус внимания. Экстраверты направляют свое внимание во внешний мир. Интроверты предпочитают большую часть времени фокусироваться на их внутреннем мире. Экстраверты более общительны и заряжаются от других людей, в то время как интроверты предпочитают минимальное количество коммуникаций и заряжаются от уединения. Очень часто экстраверты думают, что с интровертами что-то не так, когда они слишком много молчат, но на самом деле им так комфортнее общаться. Следующая категория – это на что мы полагаемся как источник информации. Сенсорики полагаются на свои 5 чувств. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И интуиты, которые больше полагаются на 6-е чувство, это интуицию. Сенсорики более практичные и обращают внимание больше на физический мир, который они могут увидеть, понюхать, потрогать, попробовать. Интуиты, в свою очередь, полагаются на свои впечатления и предпочитают обращать внимание на абстрактные вещи, которые невозможно увидеть и потрогать. Третья категория – это что для нас является основой для принятия решений. Первая – логика, то есть холодный ум, который основан на объективных принципах, или эмпатия,
то есть полагаться на чувства и эмоции других людей. Люди, которые относятся к логикам, принимают справедливые решения, основанные на фактах и аналитике, без учета чувств и эмоций других людей. А эмпаты, в свою очередь, во время принятия решений пытаются не задеть чувства других людей и стараются сохранить гармонию в отношениях и быть более заботливыми. Четвертая характеристика типа личности – это как мы предпочитаем выполнять задачи. Рационалы предпочитают планировать и иметь структуру при выполнении задач. Иррационалы – это чаще всего спонтанные и открытые люди, выполняют задачи по мере поступления. Рационалы любят порядок и организацию в своей работе и предпочитают принимать самые важные решения как можно раньше. Иррационалы могут принимать важные решения в самый последний момент, полагаясь на свое творчество, и остаются открытыми к новому опыту и новой информации. Получается, что мы относимся к одной из 16 типов личностей, и есть такие категории, с которыми мы совместимы, а есть такие, с которыми несовместимы. Очень важно понимать и признавать различия между типами личностей, потому что на основе этих различий чаще всего и возникают конфликты. Давай посмотрим на матрицу совместимости и в первую очередь находим свой тип личности в строчках. Затем находим нашего партнера в столбцах. Если на пересечении у вас голубой цвет, то вам очень повезло, у вас идеальная совместимость. В этом случае у вас будет хорошее взаимопонимание, вы сможете друг друга дополнять и построить крепкие отношения, бизнес и даже семью. Если у вас на пересечении темно-зеленый цвет, то у вас хорошая совместимость и вероятность хороших отношений очень высокая. Если же цвет светло-зеленый, то у вас будет односторонняя совместимость, то есть только одному из партнеров будет комфортно в отношениях. Желтый цвет означает, что вам в отношениях будет очень сложно, но при этом есть маленький шанс, что вы сможете понять друг друга. Если же на пересечении красный цвет, то у вас будет очень много различий, недопониманий и ссор. В этом случае практически невозможно сохранить отношения без осознанных изменений в ваших типах личностей. Менять свой тип личности можно и даже нужно. Если не пытаться изменить свой образ мышления и считать, что наше мнение единственно правильное, то мы никогда по-настоящему не будем счастливыми. Я бы всем посоветовал прокачивать противоположную сторону своей личности. Например, если вы экстраверт, то постарайтесь научиться комфортно себя чувствовать наедине. Если вы интроверт, то развивайте навыки общения и старайтесь выходить из зоны комфорта, знакомьтесь с новыми людьми. Если вы сенсорик, то вам нужно развивать интуицию, заняться йогой, медитациями, начать искать во всем смысл. Интуитам же следует начать полагаться на свои 5 чувств и принимать во внимание реальные вещи. Если вы логик, то вам стоит становиться более чувствительным и научиться понимать эмоции других людей. Если вы этик, то вам нужно развивать логику, решать логические задачи и ребусы. Если вы рационал, то стоит начать развивать свою творческую часть, пойти на рисование или, например, пение. Если вы иррационал, то вам нужно учиться планировать и брать свою жизнь под контроль. Развивая противоположную сторону нашей личности, мы сможем по-настоящему обрести баланс и гармонию в жизни. Твой тип личности характеризует твои предпочтения, как воспринимать окружающий мир и как принимать решения. Но это совсем не значит, что ты не можешь изменить свое восприятие. Мы сами выбираем, каким типом личности мы хотим быть. Хочу привести пример. Когда я впервые прошел этот тест, это было где-то 5 лет назад, я был ESTP, то есть делец. И мне очень хотелось развивать свою интуицию и дисциплину, так как это то, чего мне не хватало. Через 2 года мой тип личности изменился. Я прокачал свою дисциплину и стал менеджером ESTJ. Я продолжал развивать свою интуицию, и в ноябре прошлого года я стал ENTJ, командиром.
Я был очень счастлив, что наконец-то стал интуитом. После этого я начал активно развивать свою эмпатию, потому что 12 лет работы в IT сделали из меня очень сильного логика. А для моей новой профессии лайф-коуча один из самых главных навыков – это понимать чувства своего клиента. И несколько дней назад я снова сделал этот тест, и я наконец-то прокачал свою эмпатию и стал ENFJ, то есть тренером. Этот тип личности намного больше подходит моей душе, чем другие, хотя при желании я могу ими пользоваться в зависимости от ситуации. То есть типы личности можно и нужно менять в зависимости от того, каким человеком ты хочешь стать. И развивая противоположную сторону своей личности, твоя родная сторона никуда не уйдет, и ты сможешь выбирать, как действовать и думать в каждой конкретной ситуации. Ну что, всем спасибо за просмотр. Мне, как всегда, было приятно готовить этот выпуск для вас. Надеюсь, вам тоже было интересно и полезно. Всех обнял, увидимся в следующем видео. Пока!